Я рада вас приветствовать на своем мастер-классе «Юбка, трубы, кекс». Итак, с чего мы начинаем работу над этой юбочкой? Мы с вами должны просчитать клин. Итак, мы измеряем обхват талии. Я шью юбочку на ребенка. Значит, обхват талии у ребенка 59 сантиметров, длина юбочки 40. Итак, наша юбка будет состоять из двух юбок 3/4 солнца. Я сейчас схематично вам нарисую, чтобы вы понимали. Вот два солнышка, и я убрала в каждом солнышке по 1/4, и у нас получилось 3/4 солнца плюс 3/4 солнца. Вот такая у нас юбка. И эту юбку мы потом разделим на 8 частей. Итак, радиус юбки 3/4 солнца обычной. Такой формула обхват талии умножить на 0,2123. То есть 59 умножаем на 0,2123. И у нас получается радиус 12,5 сантиметров. Но это обычная юбочка, обращаю ваше внимание. 3/4. И теперь, поскольку у нас коэффициент юбки 2, то есть у нас двойная юбочка, поэтому, чтобы вычислить радиус, нам нужно наш вычисленный радиус обычной юбки разделить на 2. И у нас получается 6,2. 6 сантиметров и 2 миллиметра. Вот этот радиус. Теперь мы с вами выкроем клин. Для этого мы берем с вами листочек бумажки, формат А4, складываем его в четверо и от угла проводим радиус 6,2. Вот здесь ставим циркуль и проводим радиус 6,2. Вырезаем радиус наш. И мы знаем, что у нас здесь 1/4 часть лишняя. Поскольку у нас 3/4 солнца, 1/4 мы выкидываем. И у нас получается вот наши 3/4 солнца. Но это всего лишь пол юбки. Теперь мы складываем его пополам. То есть делим на клинья и еще раз пополам. Мы нашу 3/4 солнца разделили на 4 части. То есть наши полюбочки. Вот, на 4 равные части. И теперь любую берем из этих деталей, поскольку они все равны. Мы ее возьмем и по ней будем строить наш будущий клин юбки. Всего таких клиньев у нас будет 8. Теперь переходим на большой лист бумаги и проводим по центру линию. Это будет линия, центр нашего одного из клиньев. Складываем наш подготовленный клинышек пополам и по линии изгиба прикладываем его к нашей направляющей. Обводим вверх и боковую часть. Вот таким образом. Теперь с другой стороны прикладываем. Обязательно сопрягаем линию талии, чтобы у нас совпали линии. И также обводим контур. Вот, у нас получился верх одного из 8 клиньев. Теперь мы должны просто продлить вот эти направляющие. Угол нашего клина мы продлеваем. Прикладываем линеечку. Так, длина нашей юбочки 40 сантиметров. Поэтому от линии талии вниз мы откладываем точки длиной 40 сантиметров. Отмерили, поставили.
Также ставим от линии талии вниз 40. И как можно больше точек для более точного клина по низу. Ставим точечки. И проводим плавную кривую. Все, наш клин готов. Теперь мы добавляем к нему припуски на шов по полсантиметра с каждого бока. Все, готово. Вырезаем. Переходим к раскрою юбки. Шить я эту юбку буду из органзы. Обычная синтетическая органза. Я взяла по полметра каждого цвета. Я даже буду миксовать между собой какие-то оттенки. Буду склеивать между собой 2 слоя органзы с помощью клеевой паутиночки. Вот такая на метраж продается паутинка. Она шириной 1 метр. Итак, переходим к раскрою органзы и клеевой паутинки. Сначала я выкрою клеевую паутинку. Я ее сложила в 8 слоев. То есть я свои 2 метра сложила пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. И у меня сейчас лежит вот такой квадрат. 8 слоев паутинки. Я сейчас выкрою сразу все. Прикладываю я свой шаблон. Итак, укладываем. Нас долевая не интересует. На клеевой паутинке долевой нет. Краим с запасом 1,5 сантиметра по всему контуру. Сразу 8 слоев у нас готовы. Теперь органзу я выкладываю настилом, то есть все слои сразу. Вот так я обязательно долевую соблюдаю, выкладываю ровненько. Все слои положила. Теперь сверху я кладу выкроенную клеевую паутинку как шаблон. Вот поскольку она у нас выкроена с запасом небольшим, будем кроить по ней. Выравниваем все слои, чтобы у нас никакой слой не убежал, чтобы все было хорошо выкроено. Подкалываем все слои вместе с паутинкой иголочками в нескольких местах. И выкраиваем. Органзу тоже желательно выкроить с небольшим запасом. Так. И у меня органза шириной 1,5 метра. Поэтому для более экономного раскроя я буду кроить из вот этого центрального участка еще по одному клину. Вот, я расправляю каждый отрезочек, также выкладываю, стараюсь соблюдать долевую нить. И также прикладываю клеевую паутинку и как шаблоном ей воспользуюсь, также подколю и опять же с запасом я выкрою. Вот эти у нас цвета не парные, поэтому я их могу миксовать между собой. Вот мы выкроили еще клины дополнительные для экономии ткани. Если у вас будет другая ширина, вы там уже просчитайте отдельно. Итак, разъединяю клеевую паутинку и буду проклеивать между собой органзу. Первое, что мы делаем, мы ее, конечно, отутюживаем. Я глажу без пара, не очень горячим утюгом. Вы сделайте, пожалуйста, на пробнике все это, чтобы не испортить ткань. Положила органзу, сверху клеевую паутинку и далее органзу. То есть делаем такой бутерброд и теперь проклеиваем слои органзы. Сделайте пробничек, как у вас работает утюжок, я не знаю, поэтому сначала испытайте небольшой
какой-то кусочек, сделайте эксперимент и потом уже переходите на эти клины. Обязательно ваш клей между слоями должен расплавиться, чтобы деталь стала одним целым. Проклеиваем. Итак, вот наш клин остыл. Все проклеила, даже некоторые смиксовала цвета. Далее мы уже теперь точно выкраиваем каждый клинышек. Я беру ручку «Пиши, стирай». Вы можете воспользоваться исчезающим фломастером. И обвожу очень точно контур. И теперь уже по этому контуру я вырезаю уже подготовленный красивый клин. Вот таким образом мы вырезали все клинья. Они все абсолютно одинаковые. Вот так выглядят наши клинья. Они уже немного держат форму. Вот так мы подготовили 8 клиньев нашей будущей юбочки. Далее ригелин. У меня ригелин шириной 8 миллиметров. Вот так выглядит пачка. Он бывает разной ширины. Вы можете воспользоваться ригелином 6 миллиметров. Также более широким 1 сантиметр и далее я бы вам не советовала пользоваться. Будет грубовато для такой юбочки небольшой. Итак, делаем отрезки по низу, измеряем, сколько нам нужно ригелинчика. Делаем с небольшим запасом, чтобы было удобно. И отрезаем. Нарезаем таких отрезков 8 штук для 8 клиньев. Вот. Теперь, когда мы нарезали необходимое количество, мы переходим на утюг. Видите, наш ригелин не имеет никакой формы. Клин у нас полукруглый, а ригелин имеет вообще скрученную форму, абсолютно неподготовленную. Берем деревянный брусочек в помощь, берем утюжок, и сначала мы с вами должны распрямить наш ригелин, то есть придать ему прямую форму, плоскую. Вот так вот мы это делаем. Прошлись утюжком, охладили деревянным бруском. Так, придали форму плоскую. Теперь мы должны с вами его, этот ригелин, изогнуть по форме нашего низа. То есть вот так вот он должен идти. Поэтому мы должны сейчас, выложив плоско, придать ему форму дуги. Утюжок у вас должен быть не очень горячий, чтобы не испортить ригелин. Вот. Несколько раз, возможно, это придется сделать. Вот. И ваш ригелин должен округлиться. Берете шаблон и по шаблону еще раз придаете ему правильную форму, нужную форму. Вот так. И так далее. То есть берете каждый отрезок и придаете ему соответствующую форму по шаблону. Итак, все отрезки у меня готовы, все 8 штук. Я придала им форму. Теперь оставшийся ригелин, который нам необходим для
пришивания его по швам клиньев нужно отутюжить и придать ему плоскую форму, сделать его ровным, чтобы он не скручивался. Я уже не нарезаю на отдельные отрезки, я просто примерное количество ригелина заготавливаю. И потом во время работы я его уже буду отрезать. Вот. Все ровненько, хорошо. Теперь берем наши заготовки, которые мы делали для низа клиньев, и начинаем пришивать к клину. Берем вот так вот, прикладываем и прокладываем строчку по внутренней части ригелина. Не по наружной, а по внутренней. Попадаем между первой и второй лесочкой. Вот таким образом. Край ригелина должен совпадать с краем органзы, а прокладываем по внутреннему краю строчку. Вот таким образом. Теперь прокладываем вторую строчку уже по краю ригелина. Вот так это выглядит. Итак, все 8 клиньев я уже обшила по низу. Далее я беру косую бейку. Обычная косая бейка атласная. Она у меня шириной 1 сантиметр в заготовленном виде. И сейчас мы ее должны приложить к кости, поверх кости, и пришить по внутреннему краю. Итак, приложили. То есть мы полностью закрываем кость вот таким образом. Косую бейку можете немножечко припосаживать, чтобы потом хорошо обернуть беечку, чтобы хватило ее ширины. Не натягивайте бейку, а немножечко свободненько пришивайте. Вот теперь повернули на лицо и пришиваем по самому краю. Прокладываем строчку. Итак, готово. Мы закрыли наш ригелинчик и обработали его косой бейкой. Очень аккуратный край получается. Весь ригелин закрыт. Обратите внимание, что ригелин должен быть нашит с изнанки юбки. Теперь совмещаем по 2 слоя и будем сшивать снизу вверх. Обязательно совместите низ, чтобы был точно один уровень. Придерживайте за ригелин и закрепляйте и прокладывайте строчку. Пять миллиметров у нас тут припуск. Готово. Обязательно посмотрите, что у вас получилось по низу. Должен быть один уровень. Теперь срезаем. Оставляем 5 миллиметров от шва. Далее прикладываем ригелинчик. Прикладываем к кости не внахлёст, а именно впритык. Вот таким образом. И пришиваем. Здесь ригелин мы пришиваем одной строчкой. Этого достаточно. Дошли до талии. Берем медицинский лейкопластырь и отрезаем, значит,
вровень с талией кость. И теперь мы должны закрыть кончик косточки медицинским пластырем. Отрезаем абсолютно небольшой кусочек, чтобы закрыть только сам кончик ригелина. Буквально там на 3 миллиметра, чтобы заходило за край. Закрыли и продолжаем пришивать. Готово. Теперь мы закрываем этот ригелин также косой бейкой. Прикладываем косую бейку поверх ригелина. Оставляем свободным где-то 1,5 сантиметра бейки. И пришиваем по самому краю беечки. Прокладываем строчку, тем самым закрывая ригелин. Вот так это выглядит. Теперь низ закрываем вот таким образом. Завернули беечку, подкололи иголочками. Вот так закрепили. Теперь будем шить мы сверху вниз. Также оборачиваем вокруг припуска. Укладываем беечку и пришиваем по краю. Закрываем полностью припуск с костью. До низа доходим. Закрепка. Вот так выглядит наш шов. Он очень аккуратный. Обязательно проверяйте, что у вас внизу клиньев. Далее я вам советую сшивать сначала попарно клинья, а потом уже далее. То есть сначала попарно, потом между собой, то есть по 4, и потом уже вместе всю юбку. Так вам будет гораздо легче. Вот. Далее шов спинки мы не зашиваем пока. Мы сейчас его обработаем отдельно, каждую деталь. Я к одной из деталей пришью к изнанке кость, к одному клину по центру спинки, а к другой детальке я не буду пришивать. То есть кость у нас будет одна по центру спинки. Также мы косточку прячем под косую бейку. Все как обычно, только сейчас у нас органза в один слой. Косточку, как обычно, мы закрываем. То есть сначала приложили поверх, также внизу обернули, закрепили иголочками бейку, повернули и зашили, закрыли. Так же, как и все швы. Вот. Это одна косточка, которая проходит по второй детали, которая приходит к спинке. Там косточки нету. То есть у нас по центру спинки одна кость. Здесь мы шов просто закрываем бейкой. Также прикладываем и пришиваем беечку. Закрыли шов. Так, далее. Вот наша юбка. Смотрите, если вы будете эту юбку куда-то транспортировать, куда-то пересылать, для того, чтобы это было удобно, не зашивайте задний шов. Смотрите, вы эту юбку сейчас с незашитым швом можете сложить очень компактно, вот таким образом. Вот, очень хорошо храните эти юбки в таком виде, не зашитом.
В длинные юбки даже ставят липучки, то есть по краю ставят липкую ленту и потом закрывают. Вот. Или молнию, которая разъемная. То есть какие-то хитрости нужно применять для того, чтобы транспортировать такую юбку. Вот. Но у нас она будет зашита. И мы оставим небольшой участок для того, чтобы человек мог туда пройти. Итак, переходим к поясу. Я беру резинку шириной она почти 4 сантиметра, 3,8. Вы можете взять 3 или 2,5 сантиметра, это не важно. Далее, талия у ребенка 59 сантиметров, но поскольку это у нас резинка, мы убираем около 4 сантиметров. И вот 59 минус 4 у нас будет 55. То есть пояс у нас будет 55. И мы сейчас должны сделать небольшой припуск. С одного края мы ставим 1,5 сантиметра припуск. И с другого, сейчас я отмерю 55 сантиметров от этой меточки. Так, 55. И здесь у нас запас будет 2 сантиметра. Вот, то есть отсюда у нас 55 пошло отметки. И здесь 2 сантиметра я делаю припуск. Отрезаем. Теперь мы должны обработать края резинки. Я это делаю мелким зигзагом. С обоих сторон я это делаю, чтобы не осыпалась резинка. Так. И теперь там, где мы добавляли 1,5 сантиметра, мы вот так огибаем. И пришьем край также зигзагом. Вот таким образом. И еще по краю сгиба мы также проложим зигзаг, для того, чтобы сделать резинку более плоской в этом месте. Так. Вот здесь. Теперь нам с вами нужно закрыть вот эти косточки таким образом, чтобы они не кололи тело. Я беру для этого бретельную резинку. Она довольно плотная и будет хорошо защищать тело от косточек ригелин. Я прикладываю бретельную резинку вот таким образом с изнанки и вручную приметаю. Вот таким образом, видите, я оставляю видными где-то 3 миллиметра резиночки. Обязательно все кости должны у вас быть повернуты в одну сторону. Вот сейчас, когда вы приметываете к резинке, также зафиксируйте и кости. То есть они все должны быть у вас в одном направлении. Вот, видите, все косточки у меня повернуты в одну сторону. Проверьте каждую косточку. Теперь пришиваем зигзагом. Там, где кость, можно прошить прямым швом. Разворачивайте кость в нужном направлении. Сейчас у меня все косточки повернуты вверх. Беру резинку. И вот наша меточка, центр спиночки. Значит, ставим иголку по середине. Это у нас центр переда. Также отмечаем линию бока. И вторую линию бока также мы прикладываем центр спинки и середину переда. Сложили. И находим бочок. Итак, находим центр спинки. Обратите внимание, как у меня пришита вот эта косточка. Она у меня тоже повернута и затем пришита.
То есть вот так вот заложила я ее в направлении таком же, как и все остальные кости. Находим центр спинки, совмещаем на поясе с центром юбки, ставим иголочку. Далее находим бок, то есть вот два клина у нас закончились, между вторым и третьим у нас линия бока. Поставили иголочку. Теперь немного натягиваем резинку и распределяем талию юбочки по резинке. Фиксируем иголочками. Далее находим центр. То есть вот 4 клина у нас закончились. Между четвертым и пятым у нас центр переда. Поставили. Далее находим центр спинки на второй части пояса. Соединяем. Затем находим бочок. Также соединяем. И теперь распределяем резинку и ставим иголочки. И затем проходим соединительной строчкой. Я шью зигзагом по краю резинки. Вот, мы пришили резинку. Поясочек у нас готов. Теперь нам осталось пришить петли и крючки. Я буду пришивать 2 крючка. У меня как раз на резинке хватает для этого места. Для 2 крючочков. Вот так. Готов пояс. И теперь заключительный этап. Мы сшиваем средний шов спинки. Начинаем от низа. И не зашиваем около 15 сантиметров в районе талии. Проверяем, как у нас выглядит линия низа. Все хорошо. Все. Наша юбочка абсолютно готова. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.